Сегодня вместе с вами мы запишем фортепианную аранжировку еще одной очень красивой песни. Мы будем опираться на знания, которые мы получили в нашем предыдущем уроке, когда мы делали аранжировку вальса Таривердиева из кинофильма «Ирония судьбы», а также поговорим об еще одном очень важном элементе аранжировки, об ее художественной части. Итак, приветствую всех на моем канале. Это Слава Маковский. У нас тут фортепианное переложение красивых песен, красивых мелодий. У нас живой эфир, прямое общение. Поэтому, если вам нравится мое творчество и нравится фортепианная музыка, буду рад, если подпишетесь на мой канал и поставите лайк на это видео. Итак, что же у нас сегодня в программе? Какую аранжировку мы с вами будем делать? В прошлый раз мы разобрались с вальсом. Значит, в этот раз мы возьмем аранжировку с другим размером, 4/4, а это будет песня, очень известная и очень красивая песня из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», собор Парижской Богоматери, который называется «Белл». Мелодия у нас достаточно длинная, поэтому мы ее разобьем на две части. И давайте сейчас сыграем правой рукой мелодию первой части и послушаем, как она будет звучать. Я хочу подчеркнуть, что мелодия – это очень важный элемент нашей аранжировки, может быть даже самый важный ее элемент. Поэтому играть мелодию нужно очень уверенно, без запинок и без препинаний. Как этого достичь, мы с вами обязательно поговорим на том видео, в котором мы будем говорить про мелодию. Ну а пока что все достигается практикой и медленным темпом. Начать нужно в том темпе, в котором вам играть комфортабельно, без запинок, и потихонечку набирать темп. Ну что же, давайте к нашей мелодии добавим гармонию. Играть гармонию мы будем основными трезвучиями левой рукой. Ну что же, пока что все достаточно просто. Достаточно простая мелодия в правой руке, достаточно простая гармония в левой руке, там всего, собственно, 3 аккорда. И сейчас самое время приступить к аранжировке. Как и в прошлый раз, мы с вами начнем аранжировку с левой руки и разберемся с аккомпанементом. С чего же нам начать? В предыдущем уроке мы научились играть аккомпанемент 3/4, вальс. 1, 2, 3. Сейчас у нас 4/4 вместо 3/4. Почему бы нам, например, не взять этот интервал, который мы играем на 2 и на 3 долю, и не сыграть его на 4 долю тоже? То есть получится вот так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сыграть мы, конечно, можем, но скорее всего, что с таким аккомпанементом получится не наша песня «Белл». Давайте послушаем. Получилось, конечно, интересно, но не совсем то, что мы хотели с вами услышать. Давайте поищем другой вид аккомпанемента. Медленные песни, такие как наша песня «Белл», обычно хорошо звучат под аккомпанемент, который играется перебором нот. Песня приобретает такое гитарное звучание, гитарный характер. Давайте мы с вами разберемся, как такой аккомпанемент можно создать. Давайте посмотрим на нашу гармонию. Наш первый аккорд – это ре минор. Как известно, это трезвучие. В трезвучии 3 ноты. У нас с вами ре, фа и ля. То есть, если нам нужно создать аккомпанемент
который будет звучать перебором нот, мы, собственно, будем и перебирать эти ноты одну за другой. На первую долю у нас будет ре, на вторую долю у нас будет фа, и на третью долю у нас будет ля. И теперь у нас с вами возникает вопрос. Если ноты у нас 3, а в такте у нас с вами 4 доли, что же мы будем играть на четвертую долю? Ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. На четвертую долю тем же перебором мы будем играть любую ноту, которая присутствует в нашем гармонии. То есть либо ре, либо фа, либо ля. И, конечно, начнем мы с самого простого. Будем играть наше трезвучие вверх и вниз перебором. Получится вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте соединим наш аккомпанемент с мелодией и посмотрим, что у нас получилось. Немного лучше, чем предыдущий вариант, но все же есть еще над чем поработать. Какие же изменения мы внесем в наш аккомпанемент? Ну, в первую очередь, давайте разберемся, что с нашим нынешним аккомпанементом не так и почему он нам не очень нравится. Ноты нашего аккомпанемента находятся в очень узком диапазоне, даже меньше, чем 1 октава. То есть, если октава у нас от ре до ре, то наш аккомпанемент заканчивается на ноте ля, что на самом деле приблизительно пол октавы. И это достаточно узкий диапазон. Когда мы эти ноты играем перебором, звучание получается такое достаточно узкое и, я бы даже сказал, детское. Для детских песенок начальной музыкальной школы звучит достаточно неплохо. Но мы с вами все-таки делаем аранжировку французской песни Belle, и нам этот аккомпанемент нужно сделать немного глубже. Как я уже и говорил, у нас тут простор для творчества. Есть очень много способов, которые помогут нам улучшить аккомпанемент. Одного способа нет, нет способа, который лучше, нет способа, который хуже. Есть способ, который нравится вам и который подходит под определенную песню. Я покажу вам несколько стандартных техник, я расскажу про некоторые принципы, покажу некоторые приемы, как улучшается аккомпанемент. Ну а дальше, каким аккомпанементом воспользоваться и какой способ выбрать, вы решайте сами. Но самый простой способ сделать аккомпанемент шире – это добавить к нему еще одну ноту. То есть если у нас ре минорное трезвучие, которое занимает приблизительно пол октавы, чтобы оно звучало в 1 октаву, мы просто добавим в него одну ноту. Еще одну ноту ре. То есть у нас уже получился октавный, полный, широкий аккорд. Как это трезвучие мы будем играть перебором на 4 четверти? Очень просто. У нас 4 ноты, мы просто их повторим от первой ноты до последней ноты и начнем сначала. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получилось достаточно неплохо. Это один из способов, как сделать аккомпанемент шире и оставив его достаточно простым в исполнении. При всем при этом этот прием является немного тяжеловатым, поэтому применить его ко всем песням, конечно, можно, но звучать не всегда будет хорошо. Но мы все-таки с вами хотим построить более универсальный аккомпанемент, поэтому давайте посмотрим, как его можно улучшить. Что же не так с этим аккомпанементом и почему я назвал его тяжелым? Давайте возьмем 4 ноты нашего аккомпанемента и сыграем их вместе. Звучание получается такое достаточно грубое и немного тяжелое. Послушайте еще раз. Если наш ре минорный аккорд, ре минорное трезвучие звучит неплохо в верхнем регистре, то когда мы опускаем его вниз, там где собственно должен звучать аккомпанемент, звучание сразу утяжеляется.
А когда мы еще добавляем ноту ре, чтобы сделать наш аккомпанемент широким, то все получается такое достаточно мрачное и тяжелое. Послушайте. Во всем виновата средняя нота нашего трезвучия. В ре минорном трезвучии это нота фа. Она во всем виновата. В соль минорном трезвучии, соответственно, это будет нота си бемоль. Что же будет, если мы эту ноту просто уберем и сыграем наш аккорд без каких-то дополнительных изменений? Давайте послушаем. Вот с нотой фа, вот без. Еще раз. Разница достаточно существенная. Теперь давайте возьмем этот новый аккомпанемент и сыграем его на 4 четверти. Получится вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь к этому аккомпанементу мы еще прибавим и нашу мелодию. Мы с вами приблизились к такому универсальному аккомпанементу на 4 четверти. Почему я называю его универсальным? Потому что его достаточно легко применить к любым другим песням. И я хотел бы сейчас отвлечься от нашей песни Bell и показать вам, как этот аккомпанемент может быть применим к другим мелодиям. В предыдущих примерах в правой руке я просто играл мелодию одним голосом, а в левой руке я использовал тот аккомпанемент, который мы с вами нашли. Как вы видите, он достаточно легко ложится на большое количество современных песен и мелодий. Несмотря на то, что наш аккомпанемент получился такой достаточно легкий и легко применяемый к мелодиям, в нем есть свои нюансы. Давайте посмотрим на преимущества этого аккомпанемента и его недостатки. Преимущество, конечно, его заключается в том, что он звучит очень легко и прозрачно, тем самым подчеркивая мелодию в правой руке и не перегружая ее. Однако, что же нам делать, если мелодии в правой руке нет? Давайте посмотрим на самый первый такт нашей песни Bell и сыграем наш аккомпанемент вместе с мелодией. Весь первый такт мы с вами слушаем ноту ре. Она у нас и в мелодии, и в басу, и в аккомпанементе. И получается такой эффект октав. Октава – это очень пустой интервал, потому что в нем нет никакого гармонического наполнения. И вместо того, чтобы наш аккомпанемент подчеркивал мелодию и делал ее легкой и воздушной, все, что мы с вами получаем, это некое пустое звучание, с которым нужно что-то делать. Что же нам поможет в нашей ситуации? Конечно же, это та самая нота фа, которую мы благополучно убрали из нашего аккомпанемента несколько минут назад. Убрали мы ее, потому что аккомпанемент был перегружен, а в нынешней ситуации нам как раз этот аккомпанемент нужно немножко подгрузить. И поэтому мы в этом такте ноту фа вернем. Кстати, это не обязательно должна быть нота фа. Это средняя нота в трезвучии. В ре минорном трезвучии это нота фа. А в соль минорном трезвучии, например, это нота си бемоль. Но если мы эту нашу ноту вернем в то самое место, из которого мы ее забрали,
то звучать все равно будет очень грубо. Поэтому этой ноте там не место. Здесь ее играть не надо. Где же мы будем ее играть? Играть мы ее будем на октаву вверх. Здесь. Как же мы соединим наш аккомпанемент с этой нотой? И тут у нас опять простор для творчества и для нашей фантазии. Можно эту ноту сыграть на третью долю, например, вот так. 3, 4, раз. Или на четвертую долю. Раз, два, три, четыре, раз. Можно использовать другие способы. Просто нужно сделать так, чтобы нота фа, средняя нота нашей гармонии, прозвучала в первом такте. И здесь есть еще один интересный музыкальный прием, которым я хотел бы с вами поделиться. Если мы нашу ноту фа сыграем на четвертую долю, то на первую долю мы с вами придем к ноте ля. Раз, два, три, четыре, раз. Как же мы будем возвращаться обратно? Нам нужно вернуться обратно к ноте ре, чтобы продолжить наш аккомпанемент. Мы, конечно, можем сыграть перебором обратно, то есть как мы сюда пришли, так мы отсюда и уйдем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Но чтобы все время не играть то же самое, мы сделаем немножко иначе. Мы просто, когда придем к ноте ля, больше ничего в этом такте играть левой рукой не будем. Просто сыграем паузу. Тем самым мы подчеркнем еще раз мелодию в правой руке, а аккомпанемент наш продолжим с нашей ноты в третьем такте. Давайте теперь сыграем всю первую часть нашей песни и послушаем, что же у нас получилось. Прежде чем мы начнем работать над правой рукой, давайте посмотрим на всю нашу песню целиком. У нас есть две части. Первую часть мы с вами только что разобрали. Она прозвучала в тональности ре минор. Вторая часть звучит совершенно в другой тональности – си минор. Зачем же композитору нужна была эта модуляция из ре минора в си минор? И модуляция на самом деле достаточно нестандартная. Такой переход что-то должен означать. Что же он означает и для чего он был нужен? Нужен он был для того, чтобы добавить в произведение немного больше драматизма. Соответственно, и наша аранжировка второй части должна быть немного более драматичной. Как же нам добавить драматизма во вторую часть и подчеркнуть этот переход из одной тональности в другую тональность? Ну, во-первых, чтобы появился этот контраст, мы в первой части нашего произведения в правой руке ничего не будем больше добавлять. Оставим там голосовую мелодию, как она есть, и больше не будем делать никаких изменений. Что-то добавлять и немножко больше нагружать правую руку мы будем во второй части. Во-вторых, мы уберем паузы из нашего аккомпанемента. Во второй части они нам не понадобятся. Давайте сыграем мелодию второй части вместе с нашим аккомпанементом и послушаем, как они будут звучать.
Итак, пришло время обогатить нашу мелодию во второй части. Как же мы это сделаем? Точно так же, как мы это и делали в нашем предыдущем уроке. В дополнение к мелодии на первую долю мы будем играть ноты того аккорда, той гармонии, которая сейчас звучит. Сейчас я все объясню, мы с вами пройдем от начала до конца с моими объяснениями, а потом сыграем все вместе. Я напоминаю, что опираться мы будем именно на ту гармонию, которая в данный момент звучит в левой руке. То, что играет правая рука в мелодии, совершенно не важно, мы будем только добавлять ноты по той гармонии, которая звучит в левой руке. Итак, в мелодии у нас фа диез, гармония у нас си минор. Поэтому просто в правую руку на первую долю добавляем две ноты си и ре. Получается си минорное звучание. Очень просто. Дальше. Ми минор. В мелодии нота ре совершенно не важно, она нам не мешает. Мы опираемся на гармонию ми минор, поэтому в данной позиции у руки очень удобно сыграть две ноты ми и соль. Да, это ноты ми минора. Давайте сыграем еще раз сначала. Дальше у нас фа диез. Я добавляю ноту фа диез к моей ноте си. Почему фа диез? Потому что это фа диез мажор. Почему я не добавляю другие ноты из фа диез мажора? Потому что в данной позиции руки их не очень будет удобно сыграть. Можно сыграть фа диез и до диез, конечно, будет возможно еще лучше, ошибки не будет, но рукой двигать будет неудобно. Поэтому я добавляю одну ноту, это вполне нормально, и мы двигаемся дальше. Си минор, опять переходим в наше си минорное звучание. Дальше у нас повторяется как сначала. Ми минор, поэтому две ноты, ми и соль в правой руке. Дальше ля мажор. Ля у нас в мелодии, добавляем до диез и ми. И двигаемся дальше, ре мажорное трезвучие. Я добавил просто одну ноту ре. Фа диез у нас в мелодии, добавляем ноту ре, получается ре мажорное трезвучие. Можно спросить, почему бы не сыграть целый аккорд ре мажор. Можно сыграть и целый аккорд, у нас аранжировка, у нас нету правильно или неправильно, но из позиции предыдущей руки играть ре мажорный полный аккорд будет не очень удобно в достаточно быстром темпе. Поэтому можно этой нотой ля пожертвовать и просто сыграть ре и фа диез. Следующая часть идентична предыдущей. Давайте ее сыграем. Си минор, переходящий в ми минор, фа диез мажор и си минор. Дальше то же самое ми минор, две ноты, ми и соль, ля мажор и ре мажор. Давайте сыграем дальше. У нас ми минорная гармония. Какую же ноту мы будем играть с вами вместе с этой нотой ми, которая у нас в мелодии? Ну, лучше всего, конечно, было бы сыграть две ноты соль и си. Тогда бы получилось полное ми минорное звучание. Но, возможно, опять же из позиции правой руки будет неудобно играть целое трезвучие. Поэтому можно сыграть просто ноту си или ноту соль, в зависимости от того, как вам будет удобней. Например, вот так. Дальше у нас фа диез мажор. Мы добавляем просто ноту ля диез, и у нас получается полнозвучное фа диез мажорное трезвучие, больше ничего добавлять не надо. Дальше си минор. В мелодии нота ре я просто добавляю ноту си, опять же только потому, что рукой неудобно менять позицию и играть полноценный аккорд. Ноты си будет вполне достаточно. Дальше у нас ми минор, а в мелодии до диез. Ну, достаточно легко, опять же мы не смотрим на мелодию, мы смотрим на гармонию. Ми минор, здесь для пальцев очень удобно добавить две ноты ми, соль и си. Получится полнозвучный ми минор. Вот такой красивый аккорд у нас получился. Опять фа диез. Возможно, что здесь просто ничего добавлять уже и не надо, так как мы уже пришли, две руки пришли одна к другой, все, что мы будем добавлять, будет просто нам мешать. Давайте посмотрим еще раз.
закончим на ми миноре. Ноты ре и фа диез, в мелодии нота си, полный си-минорный аккорд. Эта техника игры в правой руке очень важна. Мы ей воспользовались в нашем предыдущем уроке, мы воспользовались ей и сейчас. Поэтому я настоятельно рекомендую разобраться с тем, как строятся аккорды, как строятся гармонии, чтобы было легче аранжировать именно правую руку. В дополнение к теоретическому материалу можно заняться и, как говорится, реверс-инжинирингом. Можно зайти ко мне на сайт, скачать ноты той песни, которая вам понравится, и просто посмотреть, как я строю правую руку на той или иной гармонии. Эта техника непростая, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получилось с первого раза. Потренируйтесь немножко больше, и обязательно все получится. Если же у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно дайте мне знать в комментариях. Напишите, что вы попробовали, что у вас получается, что у вас не получается. Я все комментарии читаю и обязательно постараюсь что-нибудь посоветовать. Мы почти у цели. Давайте скажем несколько слов о педали и сыграем всю мелодию от начала до конца. Посмотрим, как у нас что получилось. Педаль у нас запаздывающая. Это значит, что мы ее держим на протяжении всей гармонии, одной и той же гармонии. А когда гармония меняется, в этот момент мы поднимаем ногу с педали, сейчас, и сразу же опускаем ее обратно. То есть, чтобы эта гармония держалась. Получается приблизительно вот так. Если у нас гармония ре минор, мы ее держим педалью. В момент изменения гармонии мы педаль поднимаем и опускаем заново. Ну что ж, давайте сыграем все с самого начала до конца и послушаем, что у нас получилось. Итак, дорогие друзья, у нас с вами получилась полноценная фортепианная аранжировка красивой французской песни. Мы с вами использовали навыки, которыми мы познакомились на прошлом уроке, и к ним мы добавили новый аккомпанемент на 4 четверти, который, в принципе, достаточно легко может подойти к любой другой мелодии. Я надеюсь, что этот урок был вам тоже полезен, и я буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк на это видео. Пожалуйста, оставьте мне комментарий и напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, может быть, что-то нужно улучшить или поменять. Я читаю все ваши комментарии и обязательно все учту. Ну а пока что я с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание. До встречи на новом видео.